Фрейли. До сих пор мы говорили о том, что секторы пространства вариантов обладают определенными характеристиками-параметрами. Для простоты мы условились считать эти характеристики частотными. Если частота вашего мысленного излучения при условии единства души и разума совпадает с частотой определенного сектора, тогда сила внешнего намерения осуществляет переход. Другими словами, сценарии и декорации данного сектора материализуются в слое вашего мира. Душа каждого человека также обладает неповторимым индивидуальным набором параметров Фрейли души. Опять же, для простоты модели условимся считать Фрейли души человека как его характерную частоту. Фрейли одного человека отличается от Фрейли другого так же, как различаются формы снежинок, которые всегда неповторимы. Фрейли характеризует индивидуальную сущность души человека. Дальше углублять это определение нет смысла. Можно только гадать, что это такое, поскольку Фрейли проявляется неявно, оно скрыто под масками разума, которые так или иначе носит каждый человек. Бесспорно лишь то, что индивидуальная неповторимая сущность имеется у любого из нас. Вы можете описать характер, привычки, манеры, облик знакомого человека, но за всеми этими характеристиками стоит один интегральный образ, который вам понятен без слов. Вот эту индивидуальную сущность, которая понятна без слов, мы и будем называть Фрейли. Вам, возможно, встречались люди, обладающие необъяснимым обаянием. Что удивительно, они даже могут иметь непривлекательную внешность. Однако стоит такому человеку заговорить, как вы сразу забываете о его физических недостатках и целиком подаетесь очарованию. На вопрос, в чем заключается секрет обаяния, можно только пробормотать, что в нем что-то есть, другого объяснения не находится. Такие люди встречаются очень редко. Если их нет в вашем окружении, поищите их среди звезд шоу-бизнеса. Отличительным признаком таких личностей является исключительная красота и обаяние, идущие как бы из глубины души. Это не кукольная красота, вы это сразу определите. Кукольная красота всего лишь внешне отвечает требованиям установленных стандартов. Так вот, с точки зрения Фрейли, секрет обаятельной красоты заключается вовсе не в том, что человек обладает душевной красотой или какими-то особыми душевными качествами. Вам придется принять или не принять, если хотите, еще один парадоксальный вывод трансерфинга. Так называемой душевной красоты не существует, а есть лишь гармония отношений души и разума. Если человек сам себя не любит, недоволен собой, занимается нелюбимым делом, если его разум находится в смятении, в разладе с душой, тогда он не может обладать обаятельной красотой. Любой конфликт души и разума отражается на внешности и характере человека. Если же человек доволен собой, любит себя, живет с удовольствием, занимается любимым делом, тогда из него как бы исходит внутренний свет. Это означает, что разум настроился на Фрейли души. Единство души и разума отождествляет мысленную энергию человека с природой внешнего намерения. Удовлетворенность собой или гармония отношений души и разума тоже порождает нечто подобное. Душевный комфорт зажигает внутренний свет, который напоминает душе об ее истинной природе, поэтому красота гармонии воспринимается людьми как обаяние или душевная красота. Такая красота вызывает даже скрытую зависть. Ты чего это вся цветешь? Душа испытывает комфорт, когда разум не душит ее в своем футляре, а лелеет, как розу в оранжерее, любуется ею, заботливо ухаживает за ней и позволяет свободно раскрыться каждому лепесточку. Это тот редкий случай, который принято называть счастьем. Фрейли проявляется в виде хобби, увлечений, всего, что делается с любовью и охотой. Часто струны Фрейли длительное время безмолвствуют. Иногда случается, что какой-нибудь знак заставляет струну звенеть. Это может быть как бы невзначай брошенное замечание, которое почему-то западает в душу. Или что-либо увиденное, сразу притягивающее душу каким-то особым магнетизмом. Смутно осознаваемое влечение вскоре проявляет себя вновь и вновь. Это работает внешнее намерение души. Но поскольку это смутное влечение души, то и внешнее намерение работает нецеленаправленно.
Необходимо прислушиваться к велениям души, чтобы подхватить их разумом. Тогда можно поймать внешние намерения и быстро получить желаемое. Что же мешает разуму наладить отношения с душой? Все та же важность и все те же старые знакомые маятники. Они навязывают людям ложные цели и ценности. Как было показано выше, именно маятники устанавливают стандарты красоты, успеха и благополучия. Внутренняя и внешняя важность заставляет человека сравнивать себя с этими стандартами. Естественно, разум находит кучу недостатков и начинает себя, а значит, и душу активно ненавидеть. Он примеряет на себя всевозможные маски, пытаясь подогнать фрейли под установленные стандарты. Как правило, ничего хорошего из этого не получается. В результате разлад души и разума еще больше углубляется. Какой уж тут душевный комфорт. Разум поливает свою розу одними упреками и недовольством, а она все больше чахнет. Разум устремляется на поиск сокровищ куда угодно, только не к своей душе. Маятники зазывают громко и соблазнительно, а душа лишь тихо и робко пытается заявить о своих способностях и наклонностях. Разум душу не слушает, а старается переделать фрейле. Естественно, ничего хорошего из этого не выходит. В итоге душа и разум сходятся в неприятии своего мнимого несовершенства. Внешнее намерение незамедлительно переносит человека на линии жизни, где неприятие еще больше усугубляется, поскольку несовершенство материализуется в буквальном смысле. Разум полагает, что если надеть корректирующую маску, то можно подстроиться под установленный стандарт. Как вы понимаете, это бессмысленная попытка догнать мираж. Вместо того, чтобы использовать драгоценную уникальность своего фрейли, человек слепо бьется о стекло, следуя за чужим успехом. Но успех звезды рожден как раз настройкой ее разума на фрейле ее души. У охотника за миражом ничего не выходит, и он получает еще большую неудовлетворенность собой. Выражая недовольство собой, человек никогда не попадет на линии жизни, где он собой доволен. Параметры его излучения удовлетворяют как раз тем линиям жизни, где причин для недовольства будет еще больше. Вот такую бессмысленную игру навязывают людям маятники. Но для маятников эта игра имеет очень даже определенный смысл, поскольку недовольство и неудовлетворенность – это их излюбленные энергетические блюда. Как же настроить разум на фрейле души? Единственный способ убедить свой разум в том, что его душа достойна любви в самую первую очередь. Сначала нужно полюбить себя, а уж потом обращать внимание на достоинства других. Не надо путать любовь к себе с себелюбием, самовлюбленностью, самодовольством. Самодовольство порождается возвышением себя над другими и создает опаснейший избыточный потенциал. Любить себя – это значит понимать свою уникальность и принимать себя как есть, со всеми недостатками. Ваша любовь к себе не должна иметь никаких условий, иначе она превратится в избыточный потенциал. Разве вы недостойны просто любить себя? Ведь вы у себя одни. Если человек зашел далеко в борьбе со своим фрейли, ему трудно будет вот так просто взять и полюбить себя. Как же я могу себя полюбить, ведь я себе не нравлюсь? Посмотрите, какая позиция разума: «Я себя люблю, если я себе нравлюсь». Это чистейший избыточный потенциал, рожденный повышенной внутренней и внешней важностью. Внешняя важность в том, что установленные кем-то стандарты являются для меня непреложной истиной. Не слишком ли высоко я ценю чужие достоинства? Внутренняя важность в том, что я заставляю себя следовать чужим стандартам. А кто сказал, будто я хуже их? Я, и только я. Не слишком ли занижена моя самооценка? Чтобы полюбить себя, столкните с пьедестала внешнюю важность и перестаньте поклоняться чужим стандартам. Кто вам мешает создавать свои собственные стандарты? Пусть лучше другие гоняются за вашими. Сбросьте свою внутреннюю важность и отпустите себя. Вы не обязаны соответствовать и следовать чужим стандартам. Всегда нужно отдавать себе отчет, что важность нужна не вам, а маятникам. Когда всем разумом полюбите свою душу, внешнее намерение само перенесет вас на линии жизни, где вы будете собой удовлетворены в полной мере. Если, несмотря ни на что, понравитесь себе, вам удастся обмануть внешнее намерение и раскрыть достоинства,
о которых и не подозреваете. Когда ваша мысленная энергия будет излучать удовлетворенность собой, внешнее намерение подхватит вас и перенесет на линии, где действительно есть чем гордиться. В одной из заповедей говорится: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Все почему-то обращают внимание на необходимость любить ближнего. Но в заповеди подразумевается, что любовь к себе имеется изначально. Оставьте игру, навязанную маятниками, и начните с этого дня любить себя. Купите свое любимое лакомство и устройте праздник. Заботливо ухаживайте за собой. Кто-то может злорадно продолжить: потворствуйте своим слабостям, дурным наклонностям. Это демагогия маятников, и я думаю, мне нет необходимости вступать с ними в полемику. Вы и сами понимаете, что означает любовь к себе. А слабости и дурные наклонности в человеке индуцированы как раз маятниками. Не надо искать чашу Грааля где-то в джунглях. Священный Грааль находится внутри вас, это фрейли вашей души.